Приветствую всех, друзья, товарищи. В эфире обзоры и тесты от Бородача. И сегодня отвечаю на такой частый вопрос, который мне задают. Дело в том, что у меня на канале, естественно, большинство аудитории это мужчины. И по статистике где-то, наверное, больше половины это мужчина старше 45 лет. Ну, в принципе, это все закономерно, потому что моя тема интересна, в общем-то, в большинстве своем именно возрастным мужчинам. Ну, так вот. Часто у таких мужчин возникает следующий вопрос. Это как влияют таблетки от давления на потенцию. Некоторые мои зрители что-то где-то слышали, что типа таблетки от гипертонии убивают напрочь всю потенцию. Так вот, сегодня рассмотрим, что же я по этому поводу думаю. О чем здесь, значит, идет речь? Это препараты бисопролол, пиридоприл, моксанидин. Ну и разные их торговые наименования. Если у вас высокое давление, то вы наверняка с ними знакомы. Я тоже знаком, мне как-то их прописывали давно, когда у меня была гипертония. Ну так вот, что хочу сказать. Если даже данные препараты и сказываются на потенции, то есть уменьшают потенцию, то отменять их все равно не надо. Потому что это серьезное дело. Если врач вам их приписал, то их нужно пить. Потому что здесь на одной чаше весов потенция, на другой чаше весов ваша жизнь. Потому что вот данные препараты, о которых я говорил, они реально способны продлить жизнь на десятки лет. Так что вы понимаете, что для вас жизнь или потенция. Тем более четких, прям конкретных исследований, говорящих о том, что эти препараты убивают потенцию, нет. Может быть, они ее немного повышают, точнее, немного понижают, но незначительно. Так что бояться данных препаратов не стоит, я считаю. Ну и напоследок, что хочу сказать. Здесь на этом канале мы очень часто обсуждаем такие сильные препараты, как Cialis, Viagra и все остальные. Так вот, я уже много раз по этому поводу высказывался, но, скорее всего, данный ролик будут смотреть очень много новых зрителей. Тем более по запросу гипертонии они сюда будут приходить. Поэтому хочу повториться, что препараты типа Viagra, Cialis и всех остальных противопоказаны пациентам, у которых есть как раз повышенное давление. То есть можно очень сильные побочные эффекты от них получить. Так что если вдруг вы захотите такие препараты использовать, и вдруг у вас есть какие-то проблемы с давлением, то нужно обязательно с врачом, с кардиологом посоветоваться. Это 100%. Вот такие вот дела. Если вам эта информация была полезной и интересной, естественно, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы по этому поводу думаете, какая у вас есть информация. Ну и подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. Потому что дальше будет много всего интересного. Все, всем пока. И да пребудет с нами сила Тодолофила.